Тайна происхождения Махидевран будоражит умы и заставляет искать ответ на этот вопрос. Откуда же она появилась в гареме турецкого султана? Если же сделать попытки разобраться в происхождении самой Махидевран, то в исторических заметках можно найти несколько версий ее происхождения. Одна из версий рассказывает о том, что она была родом из Кавказа, черкешенка. Бытует мнение, что она происходила из княжеского рода Кануковых. Черкесские племена издавна поставляли невольниц для гарема султана. Девушки кавказской национальности отличались изысканной красотой и утонченностью, поэтому пользовались успехом у представителей династии Османов. Есть мнение, что Махидевран могла родиться недалеко от Крыма. Также имеются версии, что она имела абхазские или албанские корни. В документах гарема, сохранившихся до наших дней, имеются противоречивые сведения о ее отце. В одном документе отцом указан некий Абдурахман, в другом – Абдюльминан. Если же сверить с документами, описывающими место упокоения Шехзаде Мустафы, ее сына, Махидевран была дочерью Абдуллы. Махидевран попала в гарем Сулеймана в то время, когда он только занимал пост губернатора Манисы и только обучался основам управления государства. Она была молода, очень красива и изящна. Девушка стала одной из наложниц Шехзаде Сулеймана. Тогда в гареме будущего султана насчитывалось 17 наложниц. В Османской империи существовала традиция подготовки юных девушек для жизни в гареме. Обычно султанам дарили молодых девушек в возрасте 10-13 лет. Затем им было необходимо несколько лет обучаться основам жизни в гареме, прежде чем девушке предоставлялась возможность быть предоставленной правителю. Поначалу Махидевран была простой наложницей, поэтому, как и все женщины гарема, получала денежное довольствие, весьма скромное, надо заметить, всего 4 серебряные монеты в день. Затем в 1515 году родился Мустафа, первый сын Махидевран и Сулеймана. Через 5 лет отец Сулеймана Селим I умер, и власть перешла к Сулейману. После этого Сулейман переехал со своим гаремом в столицу. У Махидевран началась новая жизнь. Когда же через 1 год от оспы скоропостижно скончались 2 его старших сына, а другой наложницы, Махмуд и Мурат, это позволило Махидевран стать Башкадын, то есть главной женой султана. Титул Башкадын подразумевал собой положение в гареме. Башкадын был второй по значимости женщиной в гареме после матери султана. Существует версия, что в реальности первую главную жену султана звали Мальхуру. Родители ее были очень родовиты, а семья была очень обеспеченной и владела большой территорией на Кавказе. Матерью Махидевран была дочь крымского хана Менли-Гирея. Некоторые утверждают, что мать Сулеймана Великолепного Хавса также была в родстве с семьей крымского хана. По мнению некоторых источников, именно Валиде Султан подарила своему сыну Сулейману девушку, названную позже Махидевран. Поэтому ничего удивительного не было в том, что Валиде Султан старалась поддерживать именно Махидевран. Ведь та приходилась ей племянницей, и если это соответствовало действительности, то получается, что Махидевран и Сулейман приходились друг другу близкими родственниками. Несмотря на это, Махидевран все же стала женой султана, однако жизнь в гареме протекала не так беспечно, как могло показаться. У Махидевран была сильная соперница. Фаворитка Сулеймана Хюррем имела сильное влияние на султана, хотя поначалу падишах оказывал обоим женщинам ровное внимание. Вскоре всеми его помыслами завладела Хюррем. Новая фаворитка родила падишаху несколько сыновей. Конечно, Валиде Султан видела, какое влияние стала оказывать на ее сына простая рабыня, поэтому старалась не допустить соперничества между двумя наложницами, но безуспешно. Считается, что именно Валиде Султан подарила своему сыну Сулейману наложницу по имени Махидевран. Мать султана Хавса всеми силами пыталась прекратить раздор в стенах гарема. После выяснения отношений и драки Хюррем и Махидевран султан отдалил от себя главную жену. Когда в 1533 году ее сына Мустафу направили на обучение в Манису, она уехала вместе с ним.
А спустя непродолжительное время Махидевран потеряла свой статус Баш-Кадын из-за того, что Сулейман вступил в официальный брак с Хюррем. В дальнейшем Махидевран лишилась не только любви повелителя, но и своего сына. По некоторым данным, Хюррем очень хотела видеть именно своего сына будущим правителем Османской империи, но ей мешал Мустафа. Поэтому фаворитка и любимая жена султана приложила все усилия, чтобы устранить его. Воспользовавшись тем, что Мустафу все любили и уважали, она провернула всеобщую любовь против него. Не последнюю роль в этом сыграло желание янычар видеть именно Мустафу следующим султаном. Ведь, по их мнению, сыновья Хюррем не имели нужных качеств, чтобы стать достойными правителями. Поверив в то, что сын планировал скинуть его с престола, Сулейман велел казнить Мустафу. Свою же бывшую Баш-Кадын Махидевран султан Сулейман сослал в Бурсу. Он мог лишить ее жизни за то, что она была матерью предателя, однако помиловал ее, заменив казнь ссылкой. Лишенная всех своих привилегий и практически нищая Махидевран провела остаток своей жизни в бедности в Бурсе. Однако, влача довольно жалкое существование, что никак не соответствовало статусу бывшей жены султана, Махидевран сумела остаться добропорядочной и обходительной женщиной. Имея множество долгов без возможности с ними расплатиться, она все же не падала духом. Она пережила всех своих врагов, коим была обязана своим нынешним бедным существованием. После того, как скончалась ее главная соперница Хюррем, Махидевран было назначено небольшое пособие, и все ее долги были уплачены. Все полученные средства она использовала на содержание тюрьмы, где покоился ее любимый сын Мустафы, скончавшийся в возрасте 80 лет, что в те времена считалось невероятным. Она была похоронена в Бурсе рядом с сыном.